Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами SW Artemius Wolf. Существует огромное множество приложений и программ для редактирования аудио, приколов и прочего на смартфончике. Ведь что может быть приятнее осваивать что-то и работать на компе, ноутбуке и прочем, конечно же, иметь возможность сделать все, что вам необходимо сделать на вашем мобильном устройстве. Правда, не всегда софт попадается хороший, я в буквальном смысле достал просто все, что можно было достать из этого софта для того, чтобы показать и посмотреть. Мы посмотрим с вами абсолютно все, ну, практически все. Не хватает нескольких вещичек, но это не важно от их отсутствия. Нам ни горячо, ни холодно. Все только для обработки звука и все только с душой и сердечком. Сейчас, скажем так, в режиме реального отопления, которое происходит, я, наверное, скоро загнусь. Но пока я жив, я продолжаю тянуть резиночку и лямочку, услаждая вас этими приложениями. Sound Effects Sounds. Нет, Soundboard 1. Звуковые эффекты, звуковая доска 1, короче. Примечания даже читать не хочу. Почему? Потому что, здесь есть возможность залезть в мобильный магазин. Нафиг. Здесь есть инструкция. Нафиг. Кто будет вообще читать? Инструкция. Значит, телефонные звуки, это нам рекламирует приложение. Loudest, более громкие рингтоны там приложение отрекламировали. И саунд-эффекты. То есть не покупайтесь на эти иконки, и это просто перенесет нас в Google Play. Да? Да, и просто предлагать нам от той же компании другое приложение, типа телефонные звуки и мелодии и тому подобное. О, господи, а потом хрен выйдешь из этой байды. Не просто выйдешь, но еще и все и закроешь. То же самое и здесь. Простое предложение другой байды. Так, хорошо, я это запомню, Включаем, наконец-то, Sound Effects с этой странной психоделикой. Что оно нам дает? Очень похоже на приложение Buttons, только почему-то без Buttons. Ну, судя по всему, концепция та же, как и в Buttons и в некоторых Scary Sound, Scary Effects и многом другом. Что нам дают три точки? А вы знаете, что нам дают три точки? Они нам дают многоточие. Стоп, режим повтора, настройки о программе. Ну, о программе все понятно. И мне нужно многоточие для того, чтобы включить... Стоп, боже, до чего мы докатились? Режим повтора. Включить, выключить. Нет, не надо, спасибо. Что нам дают настройки? А единственное, что мы можем сделать в настройках, это включить или выключить разрешение этому приложению собирать анонимные данные. Боже... Я не понимаю. Мне почему-то начинает казаться, что чем дальше я в это погружаюсь, тем больше приложения сами хотят, чтобы у них все было плохо. Почему разработчики иногда так относятся к тому, что они делают? Ну, наверное, потому что они иногда больше делают это ради... Хотя не знаю, когда это бесплатные версии, я, если честно, даже не могу понять, ради чего это. Ладно, поехали дальше. Просто посмотрим, что нам это дает. А это дает, кстати, высококачественную запись, которую мы уже послушали. Ладно, поехали дальше. Убедили. Сейчас я хочу заценить все это до конца. Будьте здоровы. Растите большие. Не будьте лапшой. О, господи. Как отвратительно. Это было ожидаемо. Ну, собственно, вердикт просто. Да, это стандартный Buttons, но только без Buttons. И, ну, стоит отдать должное. Качество записи довольно-таки хорошее. Более того, существует внутреннее панорамирование и... Блин,
качественный материал, так что... В принципе, как параллелку для Buttons использовать можно. Единственный нюанс, ну, база очень маленькая, и, в принципе, я не вижу смысла того, чтобы держать, или даже нет, даже того, чтобы создавать какие-то отдельные приложения, подобные этому, ради такой небольшой базы. И это все, что я могу сказать, да. Больше, в принципе, здесь нет ничего. В любой непонятной ситуации, знаете, вы всегда сможете...